Вас приветствует телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Тема сегодняшней нашей передачи – основные утверждения и мифы про похудение. Будем их разбирать. А в первой части нашей передачи я вам хочу рассказать немного о себе, как я пришла к правильному питанию. Итак, дорогие мои подписчики, а также мои новые зрители, продолжаем знакомиться. Добрый день, это телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Меня зовут Юнова Натали. Я приветствую вас на своем канале. Я приветствую своих подписчиков, я приветствую новых зрителей. Кстати, новые зрители, если вы заинтересовались каналом и хотите знать все про похудение, а также если вы хотите узнать правильные и полезные рецепты с подсчетом калорий, подписывайтесь на мой канал для того, чтобы не пропускать последние новости. Ко мне на консультацию очень часто приходят люди, которые действительно хотят сбросить лишний вес. А как это сделать, не знают. История началась с того, что худеть, даже я не люблю это слово худеть, сбрасывать вес начала я, моя семья, круг знакомых, который это наблюдал, подключился к нам, и пошло сарафанное радио. И самое удивительное, что люди хотят не просто похудеть, сбросить лишние килограммы, они стали интересоваться процессами, которые проходят в нашем организме. И мне это искренне действительно очень нравится, и я с удовольствием отвечаю на их вопросы. И вот часть вопросов или утверждений, убеждений я собрала в этой передаче, про которые я вам расскажу. Я вам повторю, что у меня нету какого-то медицинского образования, но процесс похудения я изучаю 2 года. Это минимум. Что касается заболеваний, таких как хронический панкреатит, пилонефрит, гипертония, диабет, это я изучать стала еще раньше. Поэтому это ваше право, верить мне или нет. Решайте сами, это ваш организм. Вы сами хозяева своей жизни. Я вам с точной уверенностью скажу, что лишний вес, мало того, что он ведет к хроническим заболеваниям, гормональному сбою, он приносит чисто психологический дискомфорт. Я вам хочу сказать, что рано или поздно вы все равно придете к этому. Если, конечно, захотите жить нормальной, полноценной жизнью. Несмотря на большой доступ информации в интернете, в всевозможных источниках, да, много книг выпускается, каждый рекомендует свой способ похудения. Я перепробовала все. Монодиеты, гречка, кефир, например, такие, кремлевская, да, безуглеводная диета, интервальное голодание, благодаря чему я себе заработала гормональный сбой. Но я об этом сниму отдельную передачу. Я сидела на кето-диете. Я голодала, просто голодала на чистой воде. Сидела 14 дней. Да, был какой-то эффект, но потом вес возвращался назад, захватывая с собой еще лишних друзей, лишние килограммы. Наступал так называемый жор. Кстати, почему возникает жор? Я также сняла передачу, пожалуйста, смотрите плейлист про похудение. Очень много было практики, и я пришла именно к правильному питанию. Преимущество, фишка правильного питания заключается в том, что вам не надо себя ужимать в чем-то. Любите вы сладкое, пожалуйста, кушайте. Только надо кушать правильное сладкое. Также у меня есть рецепты сладкого или рецепты правильного питания. Если вы мясоедушки, так называемые, любите вы мясо, надо кушать правильное мясо. И поверьте мне, спустя месяц вы увидите, что вас ни на что не тянет, потому что в вашем организме достаточно всех микро-макроэлементов и витаминов. У вас сбалансированное питание. А если мы сидим на диете, это, например, моно, или как интервальное голодание, где мы кушаем раз в сутки или 2 раза в сутки. Самый легкий способ 3 раза в сутки. Ну, 3 раза в сутки еще ладно, это нормально. Но когда и промежуток между приемами пищи должен быть не менее 16 часов, ребят, это нечто. Про это я обязательно сниму передачу. Мало того, что проблемы с желудочно-кишечным трактом будут, мало того, что будет гормональный сбой, у вас будет апатия, повышенная усталость, но это будет не сразу. Сначала вы будете все летать, так же, как и я. Я год летала, я скидывала килограммы, а потом получила. Но давайте вернемся к теме нашей передачи про мифы и убеждения.
Первое убеждение, что похудеть при помощи правильного питания – это очень долго, муторно и сложно. Когда меня начинают спрашивать: Наталья, а как вы похудели? Особенно знакомых, которых, да, я давно не видела. Я начинаю, естественно, взахлеб рассказывать, как это. Хочется, конечно, поделиться с людьми. Также пожелать, чтобы они себя привели в порядок, тем более близкие, знакомые какие-то, да, у которых куча заболеваний, все мы уже не молодые, не 15, даже не 25 и не 30-летние люди. Естественно, хочется помочь людям. Но когда, к сожалению, ты начинаешь рассказывать, они говорят: о, все, это так долго, все, мне это не дано, мне это не-не-не. Я лучше вот на какую-нибудь диету сяду, вот я там читал или читала, за неделю можно скинуть 5 килограмм. Вы знаете, мне так становится смешно. На самом деле, я вам сразу хочу сказать, что организм наш в первый месяц сбрасывает максимальное количество килограмм. И это сбрасывается не жир наш. Жира там только 2-3% сбрасывается. А в первый месяц при любой диете у нас уходит лишняя жидкость и лишние шлаки из организма. А потом уже организм решает, как себя вести. Если это правильное питание, хотя у диетологов нету такого понятия, как правильное, оно, правильно говорится, сбалансированное питание, то организм дальше начинает сбрасывать вес. Но уже избавившись от лишней жидкости, избавившись от лишних шлаков, он начинает расходовать жир. Будет момент, когда у вас вес остановится. Не пугайтесь, это нормально. У каждого организм индивидуальный. Это называется эффект плато в похудении. Об этом я тоже сняла передачу, и вы также можете посмотреть, что это такое, как с ним бороться. Это идет адаптация организма к новым условиям жизни. И поскольку у нас организм очень умный, он думает, что ему делать и в какую сторону ему склоняться. Либо придержать наши жиры, а то вдруг еще хуже будет. Либо можно потихонечку сбрасывать. Очень многие мне говорят: вот вы знаете, Наталья, я вообще-то, в принципе, правильно питаюсь, но почему-то у меня вес не сходит. Прям даже странно. Вот все делаю, все. И вот 3-4 раза кушаю. Кто-то мне говорит 5-6 кушаю. И после 6 я не кушаю. Но вес не уходит. Вот что, в чем дело? И когда ты начинаешь задавать вопрос: а что в вашем понимании правильное питание? Вот тут человек начинает задумываться. Правильное питание – это не сколько раз мы кушаем в день, а именно соблюдение калоража в том количестве, в котором надо. То есть, если у вас избыточный вес, то, соответственно, вы должны потреблять калорий меньше, чем их затрачиваете. Привычка на самом деле формируется 21 день. Еще раз повторюсь, что мне больше всего нравится, что я могу себе позволить кушать все. И картошку я могу себе позволить покушать. По праздникам у меня нет психологического дискомфорта, что мне нельзя выпить алкоголь. Я это также могу сделать. Также со своими знакомыми я могу пойти в какой-то торговый центр, и меня не будет тревожить мысль, что мне это нельзя, то нельзя, это. Я просто знаю, что я могу съесть и в каком количестве. Тот же самый Макдональдс, Росикс, там также есть диетические рецепты. Я специально подсчитывала калораж. Я искала об этом информацию, об этом я тоже в дальнейшем буду снимать передачу. То есть я живу как нормальный полноценный человек, но вот очень хочется, конечно, скинуть еще 20 килограмм, но уже не 20, а 19 мне осталось, потому что спустя 11 месяцев вес уже уходит гораздо меньше, то есть уходит именно жир. То есть сейчас, если я в месяц скину 2 килограмма, это будет просто шикарный результат. По большому счету норма сбрасывания именно жира, расщепления жира составляет где-то, если посчитать, 300-400 грамм в неделю. Но это будет шикарно. Вот мы стараемся, работаем, но потихонечку движемся. Конечно, хочется, как в первый месяц. Вау, когда в первый месяц я скинула 10 килограмм, я питала, была довольная. А вот остальные 13 килограмм уже мне дались постепенно. Вру, уже не 13, уже 14,5.
Мои дорогие зрители, смотрите мою следующую часть, где мы будем с вами конкретно разбирать основные мифы и утверждения про похудение. Если понравилась передача, ставьте лайки и не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать свежие новости про похудение.